И иранские политологи вот со мной согласились и подтвердили, там, в общем, очень грубо говоря и очень схематично говоря, три таких главных направления. Это либералы-реформаторы, это консерваторы и прагматики и исламские радикалы. И вот в каждом из этих главных направлений есть еще три таких поднаправления, то есть наиболее радикальные, менее радикальные, все. То есть спектр, политический спектр в Иране очень широк. Практически все они выступают с поддержку именно исламского режима, который сейчас существует. И, безусловно, прозападных кандидатов в Иране нет и быть не может. У них есть различные взгляды на тактику ведения политических действий по различным ситуациям. У них есть различные взгляды на развитие экономического процесса в стране. У них есть различия и по, я считаю, сейчас главному, для Ирана, ну не только для Ирана, но и для договора о нераспространении ядерного оружия. Проблема, это ядерная проблема Ирана, тоже есть разные взгляды. И вот если говорить о ядерной проблеме, то есть некоторые кандидаты, которые готовы пойти на определенные, я не говорю уступки, но на определенное понимание требований оппонентов Ирана в ядерной сфере. И здесь вот возможны, я думаю, шаги навстречу друг другу, что, конечно, при нынешнем президенте Ахмадинежаде, я думаю, такое невозможно. Выборами занимается Министерство внутренних дел, там есть комиссия, которая, так сказать, отбрасывает всяких недостойных людей. Но самое главное, сито, которые проходят на определенном этапе все кандидаты в кандидаты, это наблюдательный совет, который решает, может или не может кандидат в кандидата стать кандидатом. Так вот, этот, конечно, совет находится под явным контролем и эгидой верховного лидера. И действительно, верховный лидер решает очень много. И он сейчас находится, я скажу, в очень сложном положении. Потому что приводить к власти крайних, для Ирана, подчеркиваю, крайних каких-то, вернее, политиков, которые занимают крайние позиции, будь то крайних либералов или крайних радикалов, это очень опасно. И ему, я имею в виду аятолле Хаменеи, нужен очень авторитетный лидер, который в той или иной степени, здесь уже будут решать, я думаю, выборы, в той или иной степени удовлетворяет подавляющему большинству населения. И вот поэтому как раз два кита иранской политики Рафсанджани и Хатами еще находятся на запасном пути и вполне возможно вступят в бой. Согласие, безусловно, верховного лидера аятоллы Хаменеи. Я думаю, что осенью ситуация будет несколько другая. И здесь как раз скажется и то, что все-таки президент Исламской Республики будет в любом случае другой. Вы знаете, новая фигура, она на Западе всегда воспринимается с надеждой. Конечно, там есть и завышенные надежды. Я не думаю, что придут люди, как, например, уровня Хатами. Ну, совершенно нереально. Но в то же время новая фигура всегда от нее будет ожидать. У нее не будет этого багажа, который есть у нынешнего президента, который на Западе воспринимается как человек, с которым нельзя о ничем договариваться. С этой точки зрения, я думаю, по-видимому, осень будет более благоприятное место для переговоров. А что можно делать в апреле? А в апреле можно попробовать прощупать взаимные позиции. На что можно пойти? Под что-то. Под Парчин, под ограничение процесса обогащения урана. А почему важен сам процесс ограничения до обогащения урана? Тоже понятно. Если
Международные посредники Иран обсуждают вопрос об ограничении процесса до обогащения урана с 3 до 20%. В этом случае же неразумно, совершенно нелогично, что Иран при этом будет повышать степень обогащения с 20 до 60% примерно. Нелогично, правильно? То есть вот основная цель. А в этом случае можно пойти на то, чтобы ограничить процесс до обогащения, и это совершенно реально. Так вот, я думаю, что к осени вот это понимание вот таких вот реальных целей, которые достижимы, они будут более доходить до Запада. И с другой стороны, Иран, по-видимому, все-таки он видит, санкции влияют. Надо как-то договариваться, искать какие-то развязки, потому что на самом деле очень много создано препонок. Причем они иногда совершенно неразумные, не влияют никакого отношения ни к ядерной программе, ни к ракетной программе не имеют. Что будет влиять на политику Исламской Республики Иран при новом президенте? Конечно, будет влиять ситуация в Сирии, совершенно очевидно. Но вот здесь есть совершенно разные прогнозы. Я не являюсь алармистом в отношении Сирии. Я думаю, что Башар Асад вполне может и дальше быть президентом Сирийской Арабской Республики. Другой вопрос, какой части. Потому что сейчас, насколько я понимаю, ситуация приблизительно такова. Где-то треть страны приблизительно контролирует Башар Асад, треть контролирует оппозиция. Треть приблизительно вот за нее идет бой. Вот. Башар Асад вполне может треть и дальше сохранить контроль при определенном развитии ситуации. Потому что она, понимаете, динамика идет очень сильная. Это можно следить потому, как палестинцы стали все больше активно бороться против, например, армии Башара Асада. Да? Можно говорить об изменении ситуации, например, в Ираке, что-то очень влияет, потому что все поставки идут через территорию Ирака. Поэтому не зря был визит госсекретаря Джон Керри в Ирак. Да? Можно говорить о том, о положении Хезболлы, например, в Ливане, которое тоже меняется. То есть, вы понимаете, есть позиция внешних игроков. Когда, например, Франция получила очень серьезные проблемы в Мали, на первый уровень стала выходить Великобритания, которая пытается заменить Францию. Да? Можно говорить о расколе оппозиции, что объективно помогает Башару Асаду удержаться у власти. То есть, эта картинка очень сложная. Но я в целом думаю, что в целом ситуация в Сирии для Исламской Республики Иран к осени будет менее благоприятна, чем сейчас. И это, по-видимому, будет оказывать влияние на политику Ирана. Потому что для него, конечно, Сирия всегда была тем фронтом борьбы, в первую очередь, против Израиля. Это дальше. Теперь смотрите, вот, как меняются ориентиры. Я считаю, что был достигнут очень большой успех иранской дипломатии, когда им удалось пробить газопровод в Пакистан. Вот это, конечно, был большой сделан, и, могу сказать, вопреки именно Западу. И это говорит об ограниченности влияния Запада. Потому что такой проект, Иран под это сделал все. Он же довел до границы. Он готов предоставить деньги для того, чтобы строить на территории Пакистана. Он в итоге вышел, треть денег готов предоставить. Но тем не менее, вот это считаю, и получается, что у Ирана появляется новое направление, которое, насколько я понимаю, будет активно развиваться. Это именно ирано-пакистанские отношения, потому что здесь общие интересы. Несмотря на то, что газопровод будет проходить через Белуджистан, тем не менее, здесь общий интерес очевидный. Ведь вы представляете, что как интерес, даже Индия может потом к этому проекту подключиться после его реализации. То есть это получается новое направление, которое тоже будет оказывать влияние на то, как будет Исламская Республика Иран, какую проводить политику. Следующее. Насколько, опять же, я понимаю, процесса улучшения российско-американских отношений не наблюдается. И в целом, получается ситуация такова, что при таком неустойчивом развитии российско-американских отношений это будет благоприятный фактор для Исламской Республики Иран, потому что России будет легче с ним кооперироваться в решении каких-то конкретных проблем, но не говорит о каких-то союзнических отношениях, конечно. Но тем не менее, это будет позитивный фактор. Какие еще позитивные факторы я вижу? Я вижу фактор тот, что все-таки полного взаимопонимания между США и Израилем не наблюдается. Несмотря на все то, что пытаются показать внешне, на то, что как его была встреча организована в Израиле Барака Обаму, имеются серьезное недопонимание, в частности, связанное по Ирану. Ведь посмотрите, зачем Барак Обама продавил от Нетаньяху извинения и согласие на компенсации за то, что произошло с паромом? Флотилии свободы. Ведь это было, по сути дела, две задачи. Да? Первая, понятно, Сирия, совершенно очевидно. Потому что два союзника, они по Сирии должны как-то кооперироваться. А вторая задача, конечно, это Исламская Республика Иран. Потому что никто не может исключать, что Израиль примет решение о нанесении удара
какой-то перспективы такой возможно. И хорошо, чтобы Турция на это хотя бы не было, в это не вовлекалась, занимала сторону стороннего наблюдателя. Ведь таким образом, ну ведь по сути, ведь посмотрите, но ведь из этого ведь не получилось то, что хотели США. Сейчас же Турция начинает частично это событие отыгрывать обратно. Они говорят, давайте вы полностью снимите блокаду сектора Газа, а это, вы понимаете, может вообще все зарубить, если здесь жестко пойдут противостояния. То есть, вы понимаете, то есть у США далеко не все получается. Так вот, я бы сказал так, неполное взаимопонимание между США и Израилем тоже будет влиять позитивно на то, как Исламская Республика Иран будет чувствовать себя в регионе. Это вот тот фактор, который я вижу как позитив. Кроме этого, по-видимому, надо говорить вот еще о чем, что в целом, конечно, ситуация очень нестабильна. Да? И вы знаете, иногда могут повлиять события в местах, которые не совсем рядом находятся. Я имею в виду, например, события в Северо-Восточной Азии. Могут ли они повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке? Конечно, могут. Если, например, Япония примет решение о создании ядерного оружия. Вы сами представляете, это по сути будет крах режима ядерного распространения в глобальном, во всем мире. Поэтому на политику Ирана могут оказать события, которые напрямую к нему не касающиеся. Тем не менее, я бы, если как бы подводить черту, потому что я сказал, я вижу как позитивные, так и негативные факторы для будущего президента Исламской Республики Иран. По-видимому, среди самых больших негативных факторов, я считаю, что вполне возможно, что влияние Исламской Республики Иран на Ближнем Востоке может сократиться. Есть и позитивные факторы, и они будут способствовать тому, чтобы Исламская Республика Иран смогла отстаивать свои национальные интересы в различных частях земного шара.